Сегодня я в Порт-Лише, иду на встречу, организованная Украинской ассоциацией по поводу возможности легализации украинцев. Заранее записалась на эту встречу, будет вести юрист, надеюсь, расскажет что-то полезное. Оно, это здание. Так красиво внутри. Всем здравствуйте, я Ольга, специалист по физической реабилитации, но сегодня не о реабилитации. Вчера я была на семинаре, и там присутствовал спикер Вадим Михно, который является юристом, и он живет в Ирландии вместе со своей семьей. Я изучаю информацию для того, чтобы понимать, возможно ли получить гражданство этой страны, что в дальнейшем нас ждет. И то же самое я делала перед приездом сюда, в Ирландию. И прежде чем переехать, я тщательно обдумывала, взвешивала, собирала информацию, прежде чем переехать. И я думаю, этот вопрос интересует многих украинцев. То, что волнует нас, это вот эта неопределенность, и очень часто люди в этой неопределенности совершают необдуманные поступки, и очень часто в этой неопределенности люди совершают порой необдуманные поступки, и я предпочитаю изучить как можно больше информации и, если получится, подготовиться. С чего началась встреча? Юрист рассказал о том, что могу сразу вам сказать, что сейчас я вам не отвечу однозначно, и у меня нет такой информации, нигде нет такой информации, что мы 100% не получим гражданство Ирландии или получим его. То есть все, кто говорят точно да или точно нет, они просто играют на вот этих эмоциях украинцев. Он поделился своими выводами, своим анализом на основе тех событий, основе тех действий, которые совершает ирландское правительство в отношении украинцев. И судя, анализируя вот эти все шаги, можно сказать, что шанс того, что нам дадут возможность получить гражданство, есть, он достаточно большой. Сейчас расскажу, что наводит на эту мысль. Первое, что когда только мы приехали в Ирландию, мы заполняли документы на получение временной защиты в City West, как вы помните, сидя на коленках, на стульчике, кто как, и это было что-то такое еще непонятное, неизведанное для нас, и, в принципе, для этой страны тоже. И мы по приезде в Ирландию, мы сразу же получили штамп 4. Штамп 4 не дается никому, и он не давался никому до нас. И он подразумевает вот то, что мы имеем на данный момент. То, что вы можете спокойно перемещаться по стране. В принципе, мы можем куда-либо выехать, но с разрешения. Мы можем работать свободно, мы можем пользоваться социальными услугами, и это пособие, наши дети могут свободно ходить в школу, у нас есть медицинская карта, ну, в общем, все вот те прелести, которыми нас наделила эта страна, мы это имеем просто так. Все остальные люди, которые подаются на международную защиту, которые только въезжают в страну, они не имеют таких привилегий. Для примера, если человек заезжает в эту страну по рабочей визе, рабочая виза предусматривает наличие штампа 1. Это значит, нельзя вести бизнес никакой, ты привязан к одному работодателю, а мы можем вести бизнес. И в течение 90 дней после того, как закончилась виза, ты должен найти быстро второго работодателя, с которым ты заключишь контракт, и который поможет тебе оформить вот эту вторую визу. Но это
не раньше, чем через 2 года после того, как закончится контракт. И вот спустя 2 года ты можешь найти другого работодателя, с которым ты можешь заключить уже другой контракт, и он оформит уже вторую визу. И если разорвался контракт, то 90 дней у тебя есть на то, чтобы найти другого работодателя. Иначе ты просто уезжаешь со страны, тебя депортируют. Ну, мы за нелегальное не говорим. По рабочей визе дальше уже спустя 4 года можно подаваться только на штамп 4, который уже есть у нас. Этот штамп 4, обратите внимание, что его проставляют у нас в паспорте, паспорт, который загран. Просмотрите, чтобы он там был, ну, должен быть 100%. Посмотрите, какое там число и с какого момента у нас засчитывается нахождение здесь по поводу того, будут ли нам засчитываться эти года. Юрист предоставил информацию с сайта, покажу сейчас ее. И также пока неизвестно, будут ли засчитываться эти года, которые мы прожили здесь. Пока вот на сайте, официальном сайте, вот такая информация. Далее, по поводу штампа 4. Если вы вдруг меняете паспорт, у вас закончился срок, то паспорт старый нужно сохранять, потому что в дальнейшем это может пригодиться. И для чего это все может пригодиться? Продолжая дальше по поводу, почему мы думаем о том, что есть шанс того, что дадут возможность получить гражданство. Так как вы знаете, украинцы проходили регистрацию уже продление нахождения здесь на год, продление АРП-карты. Это было уже на официальном сайте. Мы заполняли специальную форму, это все серьезно, каждый лично, на каждого ребенка. И это происходило на официальном сайте, где международная защита фиксируется. В общем, все, что связано вот с легализацией, с получением гражданства, это все на этом сайте. Поэтому, судя по тому, что мы это делали настолько официально, уже серьезно, нас внедряют вот в эту систему потихоньку. Если бы нас хотели просто выбросить из страны, да, когда закончится, то я думаю, и как думает этот юрист, что вот этих всех манипуляций не производилось бы. То есть что-то было бы похожее на то, что было в самом начале. Все-таки, скорее всего, что-то для нас придумают. И для того, чтобы быть готовыми, а я также предпочитаю готовиться заранее, если есть шанс, для тех, кто рассматривает остаться в этой стране, то нужно уже вести себя соответствующим образом, предпринимать определенные шаги и собирать документы. Для того, чтобы потом подать заявку, можно пользоваться социальными услугами Великобритании. Образование бесплатное, только за общежитие платится, там что-то в районе 50 евро, так было озвучено. Еще один такой момент, что гражданство Ирландии можно передать своим детям и внукам. Если ты рождаешься в этой стране, у тебя нет гражданства. То есть, получив гражданство, ты наделяешь им своих детей и своих внуков. И даже если внуки уезжают жить в другую страну, все это записывается, и они записывают в документах, что они не отказываются от гражданства Ирландии, но живут какое-то время в другой стране, допустим. У нас он есть просто так, мы ничего для этого не делали. Штамп 5 еще есть такое понятие, но пока юрист не встречал никого, кто имеет этот штамп. Его выдаются за особые заслуги, какая-то безупречная репутация, какие-то особые достижения, но пока никто из присутствующих не знает ни одного человека, кто получил бы этот штамп 5.
Какие документы нужны к подаче заявки на гражданство в будущем? Первое – это подтверждение личности. Сюда входит в первую очередь соблюдать сроки продления АРП-карты, то есть нужно следить за тем, чтобы вовремя новая была, чтобы не было между ними зазора, потому что если большой зазор, это очень играет роль и сказывается негативно. Нам нужно 150 баллов для подтверждения. То есть это действующий биометрический паспорт. И если паспорт на данный момент не действующий, то есть паспорт, который просрочен не больше, чем 1 год, определенное количество баллов, не помню сколько. Действительная АРП это 75 баллов, и еще паспорт, который просрочен больше 1 года, это 50 баллов. То есть нужно в целом собрать 150 баллов. Ну вот если действующий биометрический паспорт, это уже 150 баллов, которые и необходимы для подтверждения личности. Для того, чтобы податься на гражданство Ирландии, нам необходимо будет собирать документы 2 категорий, категории А и категории Б. И каждый документ имеет определенное количество баллов, то есть балловая система. Есть какой-то документ, самый основной, который уже несет в себе это количество баллов, и если у тебя, допустим, нет этого документа, ты можешь его добрать, скомбинировав там 2-3 документа и суммарно собрать вот это необходимое количество баллов. Обязательно должны быть документы категории А и категории Б. Сейчас вам зачитаю, какие документы. Документы категории А – это подтверждение трудоустройства. Если на пособии это время, то годовая справка о социальных начислениях. Также справка из школы детей, что они учатся в этой стране, учились и учатся. Подтверждение вот трудоустройства, она имеет самое большое количество баллов, дальше меньше. Также сюда входит выписка из банка, где зафиксированы за последние 3 месяца какие-то транзакции, которые делались непосредственно внутри страны. Какие-то покупки в магазине, что-то такое, не где-то там на Алиэкспресс и подобное. То есть за каждый месяц где-то должно быть 3 транзакции. Вот за вот эти 3 последних месяца обязательно. Еще один момент. Нужно хранить, делать выписки из банка за год, чтобы это тоже было. Потому что еще у банка есть такая система, что они хранят информацию только 1 год, поэтому желательно запрашивать, даже не желательно, нужно обязательно запрашивать эту информацию за год и хранить ее у себя. Дальше документы категории Б. Выписка по кредитной карте. То есть в этой стране, как я узнала, очень приветствуется, когда у тебя есть кредитная история. То есть ты берешь какой-то кредит и отдаешь его благополучно в сроки, и это очень хорошо для истории. Вот должна быть выписка по этой кредитной карте. Договор аренды жилья также сюда, то есть что-то выбираешь из этого, комбинируешь несколько и получаешь определенное количество баллов. Что еще сюда входит? Выписка по ипотеке, как вариант. Счета за коммунальные счета на себя. Это значит, что если есть возможность, допустим, если снимаете жилье по АРП-программе, то есть перевести счета по оплате за коммунальные услуги на себя, непосредственно, официально в специальной программе. Не скажу точно, как называется программа, кажется, РОС из ревеню, что-то такое. Кто с этим сталкивался, я думаю, разберетесь. В общем, есть официальная программа, где это все регистрируется. Договор аренды жилья также входит в эту категорию. Но те, кто по АРП-программе, этот договор не подходит. Если какой-то документ вы не можете предоставить, будет еще такая возможность, будет собеседование, называется письменная клятва. Если нет возможности предоставить какой-то документ, вы описываете почему, и это все регистрируется на
сайте Министерства юстиции. Называется Афидерит. Если что-то не получается, у вас есть веские причины. Вот, например, как в моей ситуации, мы живем в модульных домиках, и контракт, который у нас был, мы перезаключили на год, но нам на руки контракт не дали. Счета за коммунальные услуги мы не можем переоформить на себя, потому что этим занимается компания, которая предоставляет нам жилье, она все это оплачивает, мы оплачиваем только определенную сумму, и туда уже входит все это. Нет такой возможности, поэтому вот выписка по кредитной карте подходит конкретно в моей ситуации, да, вот надо думать что-то по поводу кредитной карты. Скорее всего, надо думать о том, чтобы взять какой-то кредит. То есть должно быть какое-то внедрение в эту страну, нужно показывать вот это внедрение. И у них приветствуется кредитная история. Выписка по ипотеке, возможно, у кого-то, не знаю насчет этого. То есть это те документы, которые предоставлены на официальном сайте для тех, кто подается на получение гражданства этой страны. Еще какой момент? То есть кроме документов будут выяснять, какой ты человек, да, то есть все ли у тебя в порядке с социальной жизнью, то есть не должно быть штрафов за превышение скорости, это касается тех, кто водит машину. То есть, если, допустим, там штраф какой-то был, то вы его заплатили и больше не нарушаете. Если вы продолжаете нарушать, заплатив штраф, то есть складывается впечатление, что что-то не так с вами. То есть вот это портит историю. Следующий момент еще, конечно же, чтобы никаких не было ситуаций с гардой. Еще один момент, у кого дети, если приезжает ТУСЛА, то это заявление фиксируется в гарде, и это также портит историю. Следующее – это обязательно нужна социальная жизнь. То есть, если, допустим, ты не работаешь, то нужно в каких-то волонтерских организациях участвовать, то есть показать, что ты внедряешься в эту страну, ты живешь ее жизнью, ты хочешь жить здесь, и ты что-то делаешь для этой страны, какие-то курсы посещаешь, там, курсы английского, то есть находясь, допустим, на пособии, те, кто не может работать, допустим, с маленькими детьми, ну, это по причине, да, официальной, которая разрешает, то, значит, ты посещаешь курсы, учишься, также показываешь, что ты ищешь работу, те, кто могут это делать. То есть это все история, это показывает твою социальную жизнь, и все это формирует представление о тебе, и будет собеседование, на котором будут общаться с тобой. Также, что необходимо обязательно, это наличие 3 знакомых, хороших знакомых, которые имеют ирландское гражданство. Это должны быть их контактные данные у вас, и фамилия, имя, отчество, и 100% этим людям будут звонить, и это не будет просто стандартный звонок, это будет прям беседа с ними и выяснение у них, какой ты человек, адекватный, неадекватный, в общем, формировать о тебе мнение. Еще один вопрос, который обсуждался, это есть люди, которые вот в этой неопределенности начинают думать о том, что нужно попробовать перейти на международную защиту. То есть это беженство, и люди думают, что некоторые люди думают, что это лучший вариант, и порой делают вот эти необдуманные шаги. И сразу юрист объяснил, что прежде чем это делать, нужно собрать информацию и понимать, что тебя ждет. Если ты перейдешь на международную защиту, обратно тебе никто не разрешит возвращаться обратно, если что-то тебя не устроит. И что такое международная защита?
Значит, в первую очередь должны быть, есть определенные пункты, где расписано, что ты можешь доказать, что тебя в твоей стране преследуют по расовым, какие-то угрозы твоей жизни, твоей семьи. Я сейчас не помню все эти пункты, можно прочитать на сайте, что сюда входит. И нужно доказать, что это действительно есть, то есть какие-то видео, документы и так далее. Дальше, когда ты подаешься на международную защиту, у тебя забирают документы, и нужно будет ждать. Пишется официально, что полгода, но чаще всего это не так, это может затянуться и до 1,5 года. Жилье, которое предоставляется тем, кто ждет получения международной защиты, это специальные хостелы, где собирают людей разных национальностей, разных культур. Это не просто вот только украинцы, которые живут в определенном или хостеле, вот как у нас модульные домики и так далее. То есть это разные нации, которые порой очень сильно отличаются чистоплотностью, какими-то там конфликтными ситуациями. И он сказал, что самый худший вариант хостела для украинцев лучше, чем самый лучший хостел для международной защиты. И должны понимать, что разные культурные традиции, разное понимание о чистоте и о гигиене будет очень сильно отличаться. Это будет стресс как для взрослых, так и детей, и какие-то конфликтные ситуации. И еще такой момент, что не можешь это жилье сменить. То есть если ты его покидаешь, значит все, на этом все заканчивается. После того, как подается заявка на международную защиту, ожидание где-то может затянуться до 1,5 года, и не факт, что тебе эту международную защиту подтвердят. И вот это время, полгода точно ты не можешь работать. Потом там подается какую-то, можно заявку подать, пока рассматривается на разрешение на работу. Но абсолютно точно так же ты в подвешенном состоянии и ждешь, но только без возможности работы первое время, да, дальше ты не можешь жилье поменять, и также ты остаешься в неопределенности, как и в ситуации с временной защитой, но все-таки у нас есть бонусы и преимущества. Если появится такая возможность подачи документов на гражданство Ирландии, первый взнос за заявку это 175 евро, а затем уже, если подтвердили, разрешили, то 950 евро за оформление вот этого сертификата гражданина. Вот именно так оно звучит. По поводу еще документов. Кроме документов категории А и категории Б, где ты предоставляешь информацию о нахождении вот здесь, в Ирландии, подтверждение, что ты здесь живешь. По документам нужно будет еще свидетельство о рождении взрослого. Его будет переводить на английский язык. Также выписка из банка, вот то, что я говорила ранее, за 1 год, ее будут нотариально подтверждать. И дальше 19 месяцев будут рассматриваться заявления на получение гражданства. Еще один есть момент по поводу выезда из страны. Желательно, чтобы вот эти выезды были строго по закону, и будет фиксироваться срок отсутствия в стране. То есть суммируется время отсутствия, и если в сумме набрался больше положенного времени, то также это большой минус, и это может отрицательно сказаться. Также еще момент, что, скорее всего, если будут, допустим, засчитывать года, то для получения паспорта по международной защите у них 3 года, то есть через 3 года дается вот этот паспорт, а у нас, скорее всего, будет на год больше. И вот этот 4-й год желательно никуда не выезжать из страны. И вот эти 19 месяцев, в течение которых ожидается рассмотрение заявки, тоже нельзя никуда выезжать. И вот эти все моменты
нужно держать в голове и уже сейчас учитывать в социальной жизни, в продумывании отдыха и так далее, в репутации, для того, чтобы в дальнейшем, если появится такая возможность, мы надеемся, что она будет, то все эти факторы учлись в вашу пользу. На этом у меня все, что запомнила, рассказала. Буду рада вашим реакциям, комментариям. Это для меня очень важно. Поддержите меня, я старалась собрать информацию, поделиться ею. Спасибо за внимание. До встречи в следующих видео.